Я уже в Феодосии. Море немножко штормит. Дорога была очень тяжелой. О том, как я доехала, расскажу в отдельном видео. Пока наслаждаюсь морем. Антон на работе. Я ни разу не была в Крыму. Выбралась на 5 дней. Я, как обычно, проснулась в 6 утра, и мы уже с Антоном успели покупаться до его отъезда на работу. Море теплое, погода очень теплая. Я очень рада, что приехала сюда, что мне удалось это сделать, так как этим летом я вообще не планировала поездку на море. У меня целых 5 дней, чтобы отдохнуть, чтобы посмотреть все достопримечательности. Что-то поднялся очень сильный ветер. Еще тут очень много тины на берегу валяется. И в ней прыгают какие-то букашки. Я сейчас ходила, гуляла по городу, решила в музей без Антона не ходить. Вот, зато зашла в магазин и купила набор магнитов. Сейчас покажу. 6 штук, стоит всего лишь 80 рублей. Вообще в Феодосии на каждом шагу растут розы, они невероятно красивые, очень много разных сортов, это красные, желтые, красные с белым. А мы пришли в музей Айвазовского, вот ему скульптура, на экскурсию. Кстати, очень много музеев и находятся все они примерно в одном месте. Вещи сдаем в гардероб. Посетили музей Айвазовского, первый корпус, картины вообще нереальные. Хочу сказать, что мы узнали очень много нового о нем. Во-первых, он написал за всю свою жизнь более 6000 картин. Мне кажется, это нереально. Одну из своих больших знаменитых картин он написал за 10 дней, потому что у него было вдохновение. В музей обязательно сходите. В Феодосию нужно ехать, наверное, только ради музея Айвазовского, потому что это обязательное место к посещению. Вход стоит 300 рублей с человека и 50 рублей за экскурсию. Не пожалейте, доплатите за экскурсию. Она длится 35 минут, и вы узнаете очень много интересного про жизнь, про картины, про историю создания картин. А мы идем во второй корпус, там уже религиозная тема, так как Айвазовский, оказывается, писал еще и на религиозную тему. А это вот столовая Фазенда, я в ней каждый раз обедаю. Вот суп овощной с фасолью, салат и чай гранатовый красный. Все вместе на 197 рублей. Фазенда. Находится прямо напротив ЖД вокзала. Обязательно посетите рынок Феодосии. Тут вы на халяву попробуете и гранатовый сок, и мидии, и креветки. Тут перед тем, как купить, тебя всем угощают. А потом ты просто отказываешься и уходишь дальше. Купила, как и хотела, гранатовый сок. Еще купила креветок. Вот они какие-то копчено-вареные и подсоленные. Говорят, очень вкусно. Не знаю, попробуем. И прежде чем идти на рынок, походите по прилавкам, поторгуйтесь, узнаете, сколько что стоит. А не как я в первый день пришла, купила у первого попавшегося продавца, а в других местах оказалось дешевле. А это, кстати, отель, в котором я живу. Лидия называется. Он, по-моему, 3- или 4-звездочный. 4-этажный, наши окна как раз на 4-м этаже. Очень классный. Вот такая вот комната. Тут куча осветительных приборов просто. Кровать, на которой спал Антон. Диван. Это как раз на акцию с подселением. Всего лишь за 400 рублей подселяют дополнительного человека. 400 рублей в сутки входит завтрак. Телевизор, холодильник, стол огромный с телефоном и с моим беспорядком. Также есть сейф. И вот такой вот вид из окна на соседний дом. Конечно же, кондиционер. Без него просто тут никуда. И ванная комната. Очень милая, просторная, уютная. Акция до конца июня. Подселение всего лишь 400 рублей в сутки за человека. В эту стоимость входит пользование бассейном, тренажерным залом, проживанием в номере и завтраки.
Завтраки тут шведский стол. В тренажерном зале я еще не была и думаю, что я туда не пойду. А вот в бассейн ходила. Без шапочки сюда не пускают. А мы гуляем по вечерней Феодосии. Мы по сумеркам дошли до дачи Стамболини. Конечно, днем нам сюда никак не доходилось. Но тут сейчас находится музей, по-моему, подводной археологии, если я не ошибаюсь. Смотрим на Луну и Юпитер. Вот эта звезда — это Юпитер, а это Луна. На набережной Феодосии стоят телескопы, и можно посмотреть. Как тебе просмотр Луны и Сатурна за 300 рублей? Я ничего не буду говорить. Вот эта девушка просто попросила. Сами понимаете. Да, я люблю выкидывать деньги на ветер. Сатурн, в принципе, можно не смотреть, там видно просто точку и световое отражение. А Луну, когда смотришь, то же самое, что и на фотографии. Подошло к концу мое 5-дневное путешествие в Феодосии. Мы уже идем на автобус. О путешествиях на автобусе я вам расскажу в отдельном видео, потому что это просто ад.